Начинаем наше путешествие. Делаем, ну, назовем это Визаран на Кипр. Это район порта. От моего дома сюда примерно 15 минут. Это я проехала насквозь весь город вечером по дороге, которая идет вдоль набережной. Вот. Сейчас нам выехать из города, и там останется до аэропорта минут 55, я думаю. Будьте внимательны. Ну, спешить не будем, запас времени у меня есть. Так что увидимся в аэропорту. Вам просто показать, как тут освещается практически главная дорога. Ну, видите, да? Только вот это, то, что свет вы видите, это фары мои освещают. Столбы стоят, но они не горят. И вот ты едешь, и как бы это, на расстоянии 100 метров впереди видимость есть. Ну, прекрасно. Вот так вот выглядит съезд. Просто так снимает, потому что здесь какая-то, не знаю, как назвать, туман, взвесь какая-то в воздухе. Вот мы съехали с трассы, и вот как хорошо освещается кусочек, ну как кусочек, 12 километров до самого аэропорта. Вот такую хорошую трассу здесь построили. Здесь уже как бы нормальная, светлая, зигзагами трасса. Так лучше. Заправка была, мы проехали. Вот все тут едут еле-еле, потому что здесь очень такие узенькие полицейские лежат. Вон впереди светится аэропорт. Ну, если прямо там к нему ехать, это как на вылет и на прилет дороги будут. А нам надо сейчас петельку сделать. И вот светятся первые. Машина выезжает, если вы видите. Это... Ой, через 600 метров поверните налево, во двор. Стоянка, куда я пойду. Так, ну мы приехали в аэропорт, точнее на парковку. Мне надо запомнить место. АШФ. Сейчас запомним место. Д8. Д8. А этаж... Я не знаю, какой этаж. Мест практически нет. Вот тут вот 2 было. И все. И как отсюда выходить? Наверное, вон туда. Д8. Да? Да, Д8. Ну, в принципе, близко к выезду там. Точнее, к заезду. Вот. Выбираемся с парковки. Это где-то будет у меня 3-й ряд, да? Да. Это 1-й будем считать. Куда идти? Сюда пойду. Тут вроде какие-то выходы. Так, с парковки вышла. Это зона прилета. Тут Хавамаш останавливается. Это автобусы, которые едут в Адану и в Мерсин. Аэропортовские. А там еще Хамаваш. Таксисты. Так, это парк там. Не запомнить, я в начале. Ага. Так, это зона прилета. Сейчас буду думать. Вернее, смотреть, как попасть в зону вылета. Ну, собственно, зона прилета и по прямой мне на стояночку. Это я хорошо встала. Никуда не спускаться, ничего. Людей много. Прилетают. Так. Зона департ. Вот там, наверное, какой-то лифт наверх. Рубашечки выскочила. Посмотрите, какие просторы. Крупненький такой
большой. Сейчас я спрошу, как наверх попасть. Тут же прям вот кофейня. Кто голодненький, кто ждет, встречает. Что-то я дошла до конца. Уже, во-первых, задубела. Во-вторых, я не понимаю, как мне попасть. Вот это въезд в парковку. Тут закрыт вход. Ну вот мы внутри прошли проверку. Сразу напротив, пожалуйста, денежка. Я так понимаю, это зона вот International прилета. Ну, не такая вот маленькая. Тут лифты, не знаю, работают или нет. Зона вылета, видимо. Вот указатели. Что у нас тут есть? Прилет, вылет наверх. Мечеть есть. Ну, молельная комната, видимо. Конференц-связь. Ну, банкоматы мы видели. Так, сейф, хранение комнаты есть. Так, прокат автомобилей. Туалеты и выход туда. Пойдем сходим в туалет. Посмотрим. Что здесь? Адана госпиталь. Медицинская комната. Турксел карты продает, пожалуйста. Водафон с другой стороны. Прокат опять же. Тут выход. Так, я здесь буду выходить, чтобы на мою парковку попасть. Так, вот туалеты. Ну, как вам сказать, зал, конечно, ну как что, как этот вокзал восточный наш казанский. Ой, какой интересный, восточный, раковина российский, ну в смысле обычные, он первый восточный. Ну, чистенько, пахнет хорошо, собственно. Время начало 9-го. Самолетов мало, видимо, вечером. Народу практически нет. Сейчас я поднимусь в зону вылета. Может быть, там народу побольше. Ну, здесь я даже табло не вижу, что-то прилетов. Где оно может быть, табло прилетов? Все наверху, что ли? Не знаю. Вот какие тут цены на кофе. 180 лир маленький стакан, 200 большой. Мороженое. Или напиток 280 лир. И все. И спрятали. Вот. Холодный кофе американо 185 средний, 205 большой. Народ появился здесь, ждут внутренние авиарейсы, рейсы. Их больше, конечно, чем международных здесь, мне кажется. Duty Fresh. Булочки, водичка. Carrefour, пожалуйста. Продукты. Кто поздно домой возвращается, купил, поехал домой. Так, вот оно табло. И люди ждут прилет. Вот, не знаю, видно вам, не видно. Вот смотрите, откуда тут летят. Стамбул, Анталия, Анкара, Сабиха Гючен. Сейчас из Измира прилетит, из Стамбула. Вот люди ждут здесь. Это я даже не пойму, это все прокат, что ли, автомобилей. Столько так пользуются популярностью здесь прокаты. Да, похоже. Очень много прокатов. Автомобиль тут разыгрывают. Вот если переведете, что написано, потом переведем, да? Электрический САП. Вот. Рекламируют. Другой еще выход дальний.
В общем, 3 выхода, 2 входа. Нет, 1 вход посередине. Вот gratis тут еще есть магазин, кто любит косметика. Всякие тут розыгрыши. Люди любят gratis. С 8 до 8 он работает. Так, ну все, тут прибывающие. Поеду наверх. Едем наверх. Тут мы заходили. Обзор. Он такой высокенький. Ой, вот мы в зону вылета. Он Pegasus Airlines. Билеты продают. Хочешь на лифте, хочешь на эскалаторе. Здесь уже народу побольше. Все хотят улететь почему-то. Ну, прилетает, просто уходит, а здесь ждут. Все понятно, все логически. Так, тут у нас Пакферин, кофейня. Здесь у нас чего-то не запускают. Ну запускают, да, по билетам. Туда проходить, видимо, уже на паспортный контроль. Сам паспортный контроль не видно почему-то. Там сразу уже зона гейтов. Очень интересное кино. Или здесь паспорт в электронном виде проходит. Не знаю. Будем проходить. Узнаем. Правда, мне снять, наверное, не дадут. Так, ну чего? Сходим в какую сторону? Ну, пойдемте туда сходим. Здесь стоят аппаратики, которых я раньше не видела. Я понимаю, что это регистрация, чек-ин. Но здесь что-то пихать, что-то платить. Взвешивать. А зачем паспорт? Электронная регистрация паспорта. Мне бы распечатать мой билет уже зарегистрированный. В общем, это аппараты для взвешивания самим багажа. Там выползает лента, сами опечатывают и сдают уже туда на это. А как распечатать талон, я не знаю. А может, его и не надо печатать. Ну, типа там электронное показываешь и все. Господи, а почему я не знаю турецкий язык до сих пор? Ладно, пройдемся сюда. Там вон стоят аппараты. Да неужели не только для багажа? Калибраторы, Adjet, Sun Express, Turkish Airlines. Кафешка такая прикольная, красивая. Нет, похоже, здесь отдельных аппаратов нет. Именно там и распечатывается. Это аджетовские. Чекин. Багаж. Учем. Так, мне надо сфотографировать, наверное, да? И перевести. Как я переведу? Интернета нет. Кстати, Wi-Fi тут нет, я не вижу. Ну, по крайней мере, никаких указателей нет для Wi-Fi. Стоек тоже нет. Может, там внутри есть? Глория Джинс кафе, пожалуйста. Зона приятная есть. С зеленью. Говорили, какой-то сад есть. Но неужели это вот зона садов? Вон там еще зеленушка. Ой. Сейчас попробую еще прочитать, что там за аппарат. Кажется, что это внутренняя авиалиния здесь вход, потому что никаких паспортных контролей там нет. Просто вот досмотр и все, и там общий зал. На гейты, на фигейты. Где-то же должно быть. Может, я вообще не там нахожусь, и мне надо куда-то еще. Международный вылет. Итак, я справилась с шайтан-машиной. Видите, по-русски тут, оказывается, есть. Все, мой билетик 22:35.
Вот. Все, с этим можно идти проходить контроль. Ну что, в общем, направила меня девушка на внутренние рейсы в Стамбул. Я не хочу. Нам нужно на Эрджан. Здесь вход со второго этажа. Мы снизу вошли, а здесь второй этаж. Вход. Так, время почти 9. Что-то около часа мы тут бродили. Так, покажу здесь указатели. Как входишь. Собственно, все понятно. Взлет, вылет. Так, это международные. Duty free вижу впереди. Я не знаю, у меня до вылета еще 2 часа. До посадки. А есть же там, должен быть этот VIP-зал, насколько я знаю. У меня есть проходки. Благодаря Тинькову. Сейчас пойдем. Видно вам, надеюсь, через стекло. Там у нас VIP-зона. Там взлетная полоса, но что-то самолетиков не видать. И машин много-много едет сюда. Я молодец, что успела на парковку. Пораньше приехала. Огней, кажется, много, да? Но впереди там, я не знаю, что там впереди много огней. Это она, может быть. Нет, не должно быть. Там море впереди должно быть. Говорили, будут еще строить что-то. Ой, вообще хочу сказать, что от Анталии, конечно, отличается. Там, ну, как-то привычнее, роднее. Я вообще здесь не вижу английских букв. Хрипла. Так, вот вылет. Это внутренний. А вот мой Эрджан. Начали запускать за сколько? За 2 часа ровно паспорт проверять. Сейчас толпа пройдет, потом я пройду. Так, ну что, мы прошли паспортный контроль, проверку. Здесь у нас Мадо, кофейня, мороженица. Вот это вот лаунж-зона, которую, если сейчас получится, посетим. У меня еще 2 часа. Да, 2 часа еще. Так, здесь тоже кофе и сладости. Здесь дьюти-фри Чукурова. Я не понимаю, почему он такой маленький. Это все, что есть? Или их 2? Ну, сейчас посмотрим. Что у нас тут? Цены. Живанши 105 евро. 10 тысяч. Кензо 9. Он мой любимый Кензо. 8 тысяч рублей. Я на рубли все. 84 евро. Кельвин Клайн. Гуччики. Гуччи. Вот такие цены. 86, 89. Нет, я даже не знаю, что это такое вода. 103. И Сен-Лоран. Чего? Вода для дома. 64 евро. Выпивка Бейлис. 19. Нифига себе. 2 раза дороже, чем в Турции, в Мегросе. Джимбим. 21 евро. По-моему, так же. А что ж Бейлис такой дорогой? Не знаю. Водку пойдем посмотрим. Что тут? Конфетки по 13, по 11 евро. Я правильно же понимаю, что это 1000 с лишним? Ну да. Вот водочка. 47, 60. Да, времена прошли. 23, ну большая. Абсолют. 2000.
Уф. Немиров. Бесценный. По 35, по 25. Это эти раки местные. И раки как коньяк 32. Как я их называю, для сна. На клаб, кому надо, 29 лет. Пелес такой дорогой. По разу. Мартини 10. Обалдеть. Шампусик. Всякий. Моэт. 49. 5000 бутылка шампанского. Ни в чем себе не отказывай. Да, цены нехорошие установили. Ну что же. Народ резво так сюда забежал. Я думала, здесь что-то еще интересное будет. Ну, duty free, наверное, на Кипре, может, побольше. Мы посмотрим. Ну и куда-то народ весь рассосался. Там вот уселись и ждут вылета. Наверное, пойдем мы в вип-зал посмотрим, есть ли там еда, можно ли там спокойно посидеть, есть ли в конце концов Wi-Fi. Я не понимаю, почему нет Wi-Fi в аэропорту. Как-то не по себе. 104, 102. Так интересно. 103 где? Я понимаю, почему многие там в кафешке сидят, потому что здесь, собственно, вообще ничего нет, получается. Зачем сюда заходить за 2 часа? 102 гейт. Вообще ничего нет. Скучненько. Зачем я сюда зашла? Интересно мне знать. А там уже вот такое же, только внутреннее. Да, сама зона вылета такая. Не очень. Заранее сюда можно не приезжать. Вот в 11 часов посадка. Вот к 10 приехал. Закрывается регистрация. Ну, если зарегистрироваться, то к 10. А так к 9. Вот все приехали и будут здесь чего топтать. Пойдем попробуем в лаунж-зону попасть, что ли, в эту. Хотя бы удобную. Ну и я тут одна, собственно. Как и ожидалось. На посадку меня еще не звали. Мягенькие вот такие с зарядниками сидушечки. Тут у нас печенюшечки. Стаканчики под пиво. Соки бурлят. Интересно, это свежее? Нет, семит есть. Вон она я. Я так не поняла, сработала у меня или не за деньги. Ну, вроде как сработал. Так, чай. Тут у нас горячий такой типа бутерброд. Булочки. Тут у нас чай. Суп, наверное, да? Тепленький. Ага, супчик. Приправочки. Фаршированный перец холодный. Это тоже какая-то закусочка. Знать бы их еще все. Салат. Салат я вряд ли буду. Пивко. Лимонная водичка. Сок. Ну, вот такой вот небольшой наборчик. Сейчас я чай себе, наверное, налью с печенюшкой. Так, ну ладно, в зале мы посидели, чаю попили, пирожных. О, народу много на самолет-то. Я думала, он маленький. В общем, скоро вылет. Написали в приложении, что 22:35. Посадка уже будет. А вылет 23:20. Может и вылетит раньше. Здесь уже народу побольше. Ну, потому что что заранее приезжать, как я. Сейчас уже эта регистрация окончена. Все уже здесь. Ожидают, пока откроется выход. Это другой выход. Ну, в принципе, тут тоже вот туалеты. Даже молельные есть.
Вот такие аппаратики стоят. Ну, стоит один. О, по-божески водичка. 40 лир. 80 рублей. Даже меньше. 75 рублей. И не знаю, сколько сейчас у нас в аэропорту. Я в этом году не летала. Шоколадки по 50, по 100 рублей. Вон Улькер мой любимый. И такие вот соки по 50 лир. Я говорю рублей, да, лир. Холодный кофе 80 лир. Это кому пить приспичит, но я в бизнес-зале взяла одну такую квадратненькую кубышечку. И кофе здесь есть. Вот, пожалуйста. Любой. Чичак. Сичак. Шоколад. Сиджак. Халоут. Фу, горячий шоколад 60 лир. Эспрессо 60. Чай только 40. Остальное все по 60. Да. 3 языка. Вот. Кофемашина. Ну все, сейчас уже должны нас на посадочку звать. Похоже, это наш заруливает сюда самолетик. Надеюсь, мы все-таки пойдем по рукавчику. А может и не по рукавчику. Не, по рукавчику. Сюда, да. Маленький самолетик такой. Ай-яй-яй. А320. Ну, я не люблю летать, вы знаете. Билет я не выбирала, мне дали место так, автоматически. Где-то за крылом, в середине, естественно, между креслами. Самолетиков, видите, мало, что-то не стоит, ничего тут. А народу много. Ну что, давненько я не ходила по коридорчику на посадочку, и запах. Запах самолетиков. Ну что, я немножко промахнулась. Оказывается, я в хвосте сижу. 29 ряд, здесь всего 34. В серединке. Самолетик маленький. Ну вот, руку даже все не вытянула. Для ног здесь, ну, для меня хватит места. Маленькие окошечки такие. Очень тесненько. Очень много народу. Вот, как селедки в бочке, в общем. Полетим. Пока соседей нет. Я в среднем ряду. And may be subject to administrative fines in accordance with the law. Итак, девочки и мальчики, самолетик наш летел 35 минут. Ну, взлетел и сел. 35 минут вот между этим было. Оф, ну нас потрясло, видимо, над морем. Воздушные массы как-то там бушуют. И я прям 10 минут силой боли вела самолет сама, можно сказать. Какой там поспать. Там, блин, так колдобобило в креслах. Скрипит еще к тому же. О, мы приехали. Не видно, да? Аэропорт большой.